Добрый день, уважаемые слушатели моего астрологического канала. Это маленькое видео посвящено тому, как определить, в каком доме у вас будет проходить транзит Плутона по Водолею, который будет длиться 20 лет с 2023 года по 2044 год. Для начала постройте в любом астропроцессоре бесплатно натальную карту. Я использую свой, вы можете найти любой доступный. Для этого в исходных данных вы должны ввести дату рождения, время рождения и место рождения. Если у вас место рождения неизвестно, попробуйте построить карту хотя бы на место своего проживания, если вы проживаете там достаточно большой период времени. Если неизвестны часы рождения, постройте карту Солнца на асцендент. Пример построения такой карты у меня есть на моем сайте. Ссылка будет ниже под видео. После того, как вы построили натальную карту, вот она перед вами, а вы ищите, где у вас расположен Водолей. Знак Водолея – это голубой значок и такие вот полосочки волнистые. В данном примере Водолей занимает два дома. Видите, вот пересечение, лучик один, и напротив него написана цифра 5. Это означает, что Водолей начинает куспид дома, куспид пятого дома. То есть в Водолее находится куспид пятого дома. Но кусочек Водолея в том числе находится и в четвертом. Поэтому транзит Плутона по Водолею будет в четвертом доме и в пятом. Поэтому для того, чтобы понять, чего ожидать от транзита Плутона в Водолее, в данном случае вы должны посмотреть общий прогноз для транзита Плутона по Водолею в четвертом и пятом доме. К примеру, если у вас такая натальная карта, когда Водолей включенным находится, видите, он находится между двумя такими лучиками, между двумя домами как бы зашит. Это означает, что он находится на территории вот этого дома. То есть он на территории второго дома. Отсчет домов идет против часовой стрелки. Первый дом, вот где здесь написано асцендент по-английски, да, второй дом этот, третий дом этот. Если у вас совершенно дальние широты, ближе к полюсам, которые находятся, вам необходимо изменить систему домов. В данном астропроцессоре это Z, это находится в установках карты вот здесь вот. И выбирается соответствующий тип карты. Вам необходимо выбрать равнодомную систему домов, если вы расположены за полярными кругами. И выбрав равнодомную систему, в любом астропроцессоре вы это сделаете, вы получите такую же, в принципе, карту. Единственное, там будут одинаковые дома на карте. То есть длина каждого дома в градусах она будет одинакова. И посмотрите точно так же по такому же принципу, где у вас расположен знак Водолея. По такому же принципу, абсолютно по такому же, можно смотреть транзит любой планеты. Ретроградный. По такому же принципу смотрится и затмение, и новолуние, и полнолуние, и любые другие звездные события. Я рекомендую вам отсканировать, сохранить, сфотографировать свою натальную карту и просто носить хотя бы в телефоне, в записничке в каком-то, для того, чтобы потом достаточно удобно было слушать какие-то общие прогнозы, которые вам интересны на любом канале. Кроме того, помните о том, что протяженность любого знака в карте составляет 30 градусов, то есть от 0 до 30. Отсчет градусов происходит против часовой стрелки. Движение домов тоже идет против часовой стрелки. То есть, допустим, Овен, вот здесь нолик. Хотела вам показать в качестве примера. Вот смотрите. Вот, допустим, 0, да, и примерное завершение Овна 30 градусов. То есть, ну, чтобы вы понимали. Ну, давайте еще пример, просто хотя бы построение какого-нибудь или определение расположения какого-нибудь затмения, помимо транзита. Ну, допустим, затмение, ну, где у нас затмение? Да где угодно. Предположим, ну, просто так себе создадим. Допустим, затмение в 5 градусе весов. То есть ищем, где весы. Примерно понимаем, что весы это 30 градусов, да? Вот. Я вам специально табло показываю. И примерно, то есть 30 разделить на 5, это 1/6 получается. 1/6 знака, где-то примерно вот здесь будет затмение. Определяем, если у нас в этой точке что-нибудь. Вот есть Уран в 5 градусе. И точно так же поступаем с любым другим событием. То есть данное событие будет протекать где? В 9 доме. Правильно? Вот 9 дом начинается, вот он 10 начинается, то есть в 9 доме. Возможно, имеет смысл еще посмотреть, чем управляет планета. Тот же Плутон, допустим, если он у нас петляет по Водолею, он управляет тем домом, который находится в Скорпионе. В данном примере очень хорошо, кстати, указано здесь управление аж 2 домов идет. То есть 11 и 12 дом. Ищем Скорпиона.
и какие дома находятся в Скорпионе. Здесь 11 и 12 домом. То есть те события, которые будут происходить при Плутоне в Водолее, скажутся у вас на сферах жизни, которые касаются этих двух домов. Или задействуют, скажем так, эти сферы. Если этот знак включен, как Водолей, да, ну, допустим, сделаем его так. Вот, например, Плутон будет включенным у нас, да, то есть транзит Плутона будет проходить по 4-5 дому, а управляет Плутон 2 домом, потому что Скорпион полностью в включенном знаке. Имеет ли смысл слушать в таком случае прогноз общий для управления этим домом? Возможно. Ну, как бы лишней информации точно не будет по этому поводу. Но всегда, конечно, лучше составлять исключительно индивидуальный прогноз, потому что карты очень индивидуальны. Даже у близнецов карты отличаются. Собственно, это все, что я хотела вам сказать на этом маленьком видео. Я надеюсь, оно было для вас полезно. На этом все.